Всем здравствуйте! Вы на канале Вязание и хобби, и сегодня хочу с вами поделиться эластичным способом закрытия петель. У меня есть любимый эластичный набор петель. На канале у меня есть отдельное видео, можете посмотреть. А также есть, не могу сказать, что он самый любимый способ закрытия петель, но он у меня, скажем так, в предпочтении. Почему? Когда касается пряжи хлопка, вот тогда этим способом я пользуюсь всегда. В данном случае у меня вот эта вот маечка, топик летний, связан из мерсеризованного хлопка. Так, закрывала я таким способом по горловине, а также проймы. Так, и смотрится он, если вот приблизить, получается такая вот, ну, скажем, косичка. Косичка больше она по изнаночной стороне идет. То есть мне именно нравится этот способ закрытия петель, когда именно пряжа хлопок. Так, и вот у нас по горловинке то же самое. Он эластичный, тянется, и получается, вот смотрите, вот такие вот две косички, но они больше, скажем, направлены вовнутрь. Так, вяжется следующим образом. Я покажу этот способ закрытия петель также на хлопке. Это хлопок мерсеризованный. Вот я вот таким способом закрывала уже пройму рукавов. Смотрите, набрала петли, а затем делала такое вот закрытие. И вот если приблизить поближе, вот получаются тоже как бы косички, но они, еще раз говорю, они больше, так сказать, направлены именно вовнутрь. Так, и тоже вот такая эластичность присутствует. Так, вяжется следующим образом. Так, вот у нас первая петля уже провязана. Вот я уже сделала немножко. Смотрите, вот таким образом он смотрится с изнанки и с лицевой стороны. Так, первая петля вот у нас провязана на спице на правой. Следующую петлю мы с вами провязываем. Вот у нас лицевая, значит, мы провязали ее лицевой. Опять набрасываем на левую спицу. Предыдущую петлю тоже мы набрасываем на левую спицу. И вместе уже провязываем именно той петлей, которая у нас вторая. Вторая у нас лицевая. Значит, мы ее провязываем лицевой. То есть за вот эти вот задние стенки мы провязываем лицевой две эти петли. И вытягиваем. Так, немножко подтягиваем, чтобы у нас вот такая вот косичка была одинаковая. Дальше у нас идет изнаночная. Провязываем изнаночной. Опять мы одеваем на эту левую спицу. Вот эту петлю предыдущую тоже набрасываем. И сейчас мы уже провязываем изнаночной. Две петли вместе. Тоже подтягиваем, чтобы у нас вот эта вот коса была одинаковая с предыдущими. И таким образом повторяем. Лицевая провязываем лицевой, на левую спицу перебросили, также предыдущую набрасываем. Раз у нас вторая лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. Следующая петля у нас изнаночная, мы провязываем изнаночной, опять возвращаем на левую спицу, предыдущую тоже возвращаем и провязываем 2 вместе изнаночной. И подтягиваем, чтобы эта косичка, еще раз обращаю ваше внимание на то, чтобы она была одинаковой с предыдущими косичками. И таким образом повторяем. Набросили предыдущую, также сюда возвращаем на левую спицу и лицевой провязываем вместе лицевой. Следующая изнаночная, набрасываем изнаночную, предыдущую и опять провязываем вместе изнаночной. И вот таким образом будем повторять. И вот поближе, если посмотреть, вот так он смотрится, так эластично. То есть вот эта вот эластичность мне как раз и нравится, особенно в хлопке. Для того, чтобы хорошо петельки вот эти вот смотрелись. Так. И вот это вот более тонкий, так. Тоже мерсеризованный хлопок. Вот если для сравнения, смотрите, тоже
очень симпатично смотрится. Именно для хлопка, особенно для хлопка я использую вот такой вот способ закрытия петель. Я надеюсь, что вы тоже этим способом попробуете закрыть петли, если, я думаю, вам понравится. Спасибо всем за просмотр, за уделенное время. И до новых встреч!